пациенте. Об обследуемом. Жалоба на головную боль. Обследование ничего не выявило. Просьба обратить внимание на наличие кистозно-объемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения, просьба указать размер и указать местонахождение на снимке для просмотра в программе RadiEnt. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 2004 года рождения. Дата исследования 22 декабря 2021 года. Область исследования – головной мозг. Контрастное усиление не проводилось. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Третий и четвертый желудочки интактны, не расширены. Индекс Эванса 0,25. Цистерна основания мозга прослеживается, не деформирована, несколько расширена большая цистерна, ее размер 19 на 18 на 32 мм. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. В правой гайморовой пазухе участок локального утолщения слизистой оболочки до 8 мм, САК Т2 164-175. В левой гайморовой пазухе киста диаметром 9 мм, САК Т2 103-92. Носовая перегородка S-образно искривлена, АХ Т2 34-36. Заключение. МР увеличение симагма, участок локального отека слизистой оболочки правой, кисты левой гайморовой пазухи, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 22 января 2022 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Исследования сделали плохо. Нет ни одной последовательности в корональной проекции. Это противоречит общепринятым стандартам исследований такого плана. В целом, ничего страшного в голове нет. Есть небольшое увеличение большой цистерны. Это еще могут назвать, не совсем правильно, ретроцеребелярная киста. Какого-то особенного значения это не имеет.